Судя по происходящему, рыбакам на крючок попался марлин немалых размеров. Но, похоже, добыча не собиралась так просто сдаваться. Вместо того, чтобы покорно следовать за леской, эта рыба решила пойти в контратаку и со всего разбега выбросилась прямо на палубу яхты. Рыбаки явно не ожидали такого поворота событий, и среди них началась настоящая паника. Один судорожно бросился ловить разбушевавшуюся рыбу, но справиться с ней оказалось не так-то просто. Второй, видимо, решил, что бороться с марлином не в его силах и просто выпрыгнул за борт. Надеюсь, что в воде его не поджидал еще более крупный хищник. Но больше всех удивляет пожилой мужчина. Пока вокруг хаос, беготня и крики, он стоит с таким видом, будто видел такое уже не раз. Может, это не первый случай, когда марлины атакуют его судно, или у него просто нервы из стали. В любом случае, желаем этим рыбакам удачи и крепких снастей, а вдруг в следующий раз им попадется что-то еще более решительное. А я перехожу к следующему видео. Каждый рыбак знает, что разрешение на ловлю рыбы в специальных местах необходимо приобретать у надзорных органов. Но всегда ли работает это правило? Вот вам прямое доказательство обратного. Автор видео снимает морского котика, который плавает вдоль берега. Никого не смутило, что он плавает так близко к людям. Но, как показала практика, насторожиться следовало бы. Так, морской котик после короткого патруля по периметру решил выйти и сказать местным рыбакам, что он не давал своего разрешения на ловлю рыбы. Такого внезапного приветствия не ожидал никто. Один из мужчин, ошарашенный происходящим, побежал прочь. Но, как мы видим, пробежкой мужчина занимался очень давно. Или очень плохо. Отныне помните, что вы не одни на рыбалке. Везде найдутся те, кто захочет заявить вам о своих правах. Хочется вам этого или нет. На этом видео мы можем наблюдать хрестоматийный пример того, как не стоит поступать с рыбой на зимней рыбалке. И в первую очередь я хочу обратить внимание на то, что рыбаку следовало бы держать свою голову в тепле. Возможно, он тогда не принимал бы таких необдуманных решений. Выловив рыбу из проруби, горе-рыбак не отцепил щуку от крючка и оставил ее в 30 сантиметрах от места побега. Могу предположить, что рыбак подобрал слишком маленький крючок, который рыба попросту проглотила. Именно поэтому молодой человек пошел за дополнительными инструментами. Но добыча уж точно об этом не думала. Ею в тот момент двигал вполне естественный инстинкт. Инстинкт выживания. Когда я впервые просмотрел это видео, я вынес для себя два важных урока. Первый — никогда не сдавайся. Даже щука понимает это. Воспользовавшись ситуацией, рыбешка из последних сил направилась к спасительной проруби. Приложив усилия, щука за несколько рывков оказалась в воде. Ну и второй урок. Жизнь порою берет с нас слишком высокую плату за свои уроки. Бедный рыбак, прозевав побег, лишился не только рыбы, но и удочки, что означает для него полный провал. Особенно позабавило то, как щука выжидала своей возможности для побега. Рыба даже не подавала признаков жизни, пока рыбак не исчез из кадра. Но как только он отошел подальше, щуку уже было не остановить. Соболезнуем рыболову и идем дальше. На этом видео мы снова можем понаблюдать за тем, как происходит борьба за ресурсы среди животных. Как мы видим, группа мужчин поймала довольно необычный улов – небольшую акулу. Постепенно вытаскивая добычу на берег, мужчины вовсе не ожидали, что их ждет дальше. Сперва я подумал, что все проблемы будут исходить именно от акулы, которая является опасным хищником. Но развязка этого видео была более неожиданной. Как только акула оказалась на песке, автор видео меняет кадр и вновь обращает взор на воду. Оказалось, что на улов рыбаков претендует еще один персонаж — крокодил. Он быстро подполз к акуле и попытался ее ухватить. Рыбаки не собирались отдавать свою добычу и быстро дали воришке по голове. Крокодилы прекрасно понимают язык силы. Именно поэтому неудачливый грабитель сразу отправился обратно в воду. А мы двигаемся дальше. А следующее видео находится на грани реальности и постановки. Хотя я больше склоняюсь к тому, что рыбаку неслыханно повезло. Что мы видим? Веселый рыбак работает с двумя удочками. По всей видимости, ему попалась на крючок очередная рыба. Когда мужчина подтягивал ее к лодке, у него внезапно начался приступ неловкости. В результате утраченная удочка и подпорченное настроение. Но рыбак решил не унывать, ведь у него осталась вторая. Эту удочку весельчак держал покрепче. И не зря вместе с рыбой парню посчастливилось выловить и свою потерю. Как мне кажется, рыба с первой удочки перепуталась со второй. Вот такой улов получился. Две рыбы и одна удочка. Всем бы так. Если вы думаете, что рыба никогда не прыгает рыбаку в руки самостоятельно, то вы сильно ошибаетесь. Посмотрите на это видео и пересмотрите свое мнение. Автор записи и его друзья не прихватили с собой сачков, но очевидно, что они встретили первый вид рыб, которым некомфортно в воде. Иначе как можно объяснить происходящее? Да, есть летучие рыбы.
Но они водятся в море, а здесь какой-то местный водоем. В общем, если вы искали рай для рыбака, вот он. Но если без шуток, то я, развития ради, решил узнать, почему рыбы могут себя так вести. И выяснил, что одной из причин любви рыб к прыжкам в высоту является банальный недостаток кислорода в воде. На видео прекрасно видно, что водоем очень загрязнен. Из-за этого в воде остается меньше места для кислорода. Поэтому рыбам приходится его добирать вне воды. Вот так вот. Это видео я решил показать вам исключительно из-за его интриги. С первых секунд создается впечатление, что мы станем свидетелями настоящего триумфа рыбака. Посмотрите сами. Мутная река с сильным течением, рыбак в полной боевой готовности. И он внимательно следит за поплавком, выжидая идеальный момент, чтобы выудить долгожданную добычу. И даже помощник рядом, готовый подстраховать в случае крупного улова. И вот долгожданный момент. Рыбак резко начинает крутить катушку, вытягивая нечто таинственное из глубины. Вода бурлит. Течение словно пытается утащить улов обратно, но рыбак не сдается. Он настойчиво подтягивает добычу все ближе и ближе. В какой-то момент в воде мелькает темное пятно, напряжение растет. Помощник бросается на помощь, уже предвкушая большой трофей. И вот, наконец, они достают из воды резиновый сапог. Вот это поворот. А ведь я уже начал верить в этот улов. Честно говоря, до сих пор не могу понять, это гениальная постановка или же чистая случайность. В любом случае, стоит признать, что резиновый сапог — это, пожалуй, самое безобидное, что можно поймать в такой кристально чистой воде. Ну что ж, такой улов — тоже результат. А мы идем дальше. Это видео показало, что эти рыбаки прогуливали уроки физики в школе. Итак, что мы видим? Моторная лодка двигается на довольно большой скорости по реке. Вдруг появляется вторая лодка, которая двигается еще быстрее. Конкуренты очень быстро обгоняют автора видео. Отстающие рыбаки прибавляют газу и пытаются угнаться за лидирующими. Но вот незадача, лодка внезапно переворачивается, а рыбаки чуть не отправились кормить рыб. Почему так сложилось? Хочу провести для вас познавательный мини-урок. Когда вторая лодка обогнала первую, она оставила за собой мощный водный след. Это турбулентные потоки, которые образуются из-за вращения гребного винта и движения корпуса по воде. Вода в этом следе становится неравномерной, появляются волны, завихрения и резкие перепады давления. Первая лодка, сместившись в этот след, оказалась в зоне нестабильности. Волны начали раскачивать ее корпус, а турбулентные потоки нарушили устойчивость. По сути, это эффект ловушки потока, когда один объект попадает в нестабильное пространство, созданное другим. Очень жаль, что эти рыбаки не знали об этом. Так бы остались сухими. Пока я смотрел это видео, меня не покидала мысль. Этот парень сильно рискует своими ногами. Если бы он не удержал равновесие или хотя бы одна рыбка попыталась бы на него запрыгнуть, то последствия могли бы быть самыми неприятными. Но герою этого видео повезло. Ну, по крайней мере, ничего неординарного на запись не попало. А кому вообще нужны пираньи? Неужели они съедобны? В странах Южной Америки, особенно в Бразилии и Перу, пиранья — это не просто угроза для заплутавших пловцов, а вполне себе деликатес. Их жарят, варят, запекают и даже добавляют в супы. Говорят, что мясо у них довольно вкусное, нежное, белое и с легким сладковатым привкусом. Но вот костей в них столько, что процесс приготовления и еды превращается в настоящую головоломку. Ну что, хотели бы вы попробовать такой деликатес или у вас уже был подобный опыт? Делитесь своим мнением в комментариях. Обратите внимание на это видео. Здесь разворачивается настоящая борьба. Не на жизнь, а на смерть. Хотя большую часть времени мы этого не видим, ведь рыба редко выглядывает из-под воды. Но можно догадаться, что сопротивлялась она отчаянно. Однако силы не бесконечны, и в какой-то момент рыба, похоже, устала и начала поддаваться рыбакам. А те, предвкушая победу, поспешили достать сачок и ловко подхватили добычу. Казалось бы, вот он, долгожданный триумф. Присутствующие тут же закричали от радости, будто уже празднуют успешный улов. Но, как выяснилось, радовались они слишком рано. Как только рыба оказалась в сачке и настало время поднимать ее на борт, что-то пошло не так. То ли сетка не выдержала и начала рваться, то ли конструкция сачка оказалась слабоватой, этого нам уже не узнать. Единственное, что можно сказать точно, рыбалка для этих ребят закончилась не так, как они планировали. Ну что ж, вывод простой: никогда не радуйтесь раньше времени. А мы переходим к следующему видео. Ну вот, друзья, еще одна история о том, что никогда нельзя расслабляться. Казалось бы, удача уже в руках, рыба на крючке, улов почти твой. Но тут врывается пушистый разбойник и уводит рыбу у тебя из-под носа.
Посмотрите, как мастерски этот кот работает. Никаких сомнений, никакой паузы. Мгновенный бросок из ниоткуда, четкий захват и мгновенное исчезновение с награбленным. Такой уровень профессионализма можно встретить только у ниндзя. А наш рыбак явно не ожидал, что его главный соперник вовсе не рыба и даже не собственная неловкость, а обычный, на первый взгляд, кот. Но самое забавное — это реакция рыбака. Вместо гнева или разочарования — смех. Ведь что тут поделаешь? Рыба ушла, улов испарился, а кот оставил после себя только мокрые следы и осознание того, кто тут главный охотник на берегу. В следующий раз, перед тем, как идти на рыбалку, стоит подумать не только о снастях, но и о возможных соперниках. Ну вот и снова он, главный любитель халявного улова. На одном из прошлых видео крокодил уже огреб по голове. Видимо, урок он усвоил, теперь действует быстрее и ловчее. Даже жертву выбрал поменьше. Отобрать улов у ребенка всяко легче, чем у взрослого. Посмотрите, как все было идеально рассчитано. Мальчик с радостью подтягивает свою добычу, уже представляет, какой это будет улов, и тут бац! Появляется крокодил и ломает все планы к чертям. Рыба исчезла, а мальчик остался только с удочкой и огромными глазами от удивления. Малый получил суровый жизненный урок, показывающий, что даже трудясь не всегда выловишь рыбку из пруда. Самое интересное — это время, которое выбрал крокодил. Он точно знал, когда нападать, дождался, пока рыба окажется в удобной позиции и буквально вырвал ее за секунду. Такое чувство, что он давно следил за процессом и просто ждал своего момента. Похоже, что крокодил решил взять реванш за прошлую неудачу. Вопрос только в одном: если так пойдет дальше, кто станет его следующей жертвой? Я ни на что не намекаю, но советую вам быть осторожными на рыбалке. Даже если вы из мест, где крокодилов нет. Мало ли. Вот это я понимаю. Реакция. Кажется, этот парень не просто рыбак, а настоящий профессионал-спецназовец из мира рыбалки. Сначала теряет удочку, но вместо паники молниеносный нырок. А потом, как будто ничего не произошло, сразу вытаскивает рыбу. Посмотрите, с какой скоростью он работает. Пока другие бы растерялись, он без лишних движений подхватывает удочку и моментально включается в процесс. Такое чувство, будто бы для него такие непростые ситуации — обыденность. Но самое впечатляющее — это скорость, с которой он крутит катушку. Кажется, еще секунда, и леска загорится от трения. И вот результат. Рыба вытащена, миссия выполнена, улов на месте. А ведь если бы замешкался хоть на мгновение, все могло бы закончиться совсем иначе. Так что урок на будущее — терять удочку не страшно, если у тебя реакция, как у этого парня. Но лучше, конечно, просто держать ее покрепче. Сейчас вы станете свидетелями чего-то совершенно безумного. Посмотрите на этот кадр. Спокойный водоем, тишина и белое пятно в воде. Что это? Оказалось, что это мужчина в белой футболке, который достал из-под воды крокодила. Да-да, вы все правильно поняли. Этот парень буквально нырнул под воду и достал оттуда настоящего хищника. Впрочем, это было сделано не ради забавы. Как вы видите, у крокодила во рту оказалась маленькая собака. Как он вообще решился на это? Ведь крокодилы — это машины для охоты, прирожденные убийцы, с челюстями, которые смыкаются со страшной силой. Но этот человек, похоже, не просто смелый. Он, возможно, единственный, кто рискнул забрать добычу прямо из зубов этого монстра. Собака явно в шоке, но самое главное, она жива. Скулит, но на ногах, ведь она быстро убежала. Это значит, что спаситель успел вовремя. А крокодил? Ну, он явно не ожидал такого поворота событий. Да, не все герои носят плащи. Ну что ж, друзья, перед нами классический пример того, как не стоит начинать день на рыбалке. Казалось бы, простая задача — сделать прорубь, поставить снасти и ждать улова. Но что-то пошло не так. Мужчина подготовился, достал специальный бур, завел его, и тут началось шоу. Сверло мгновенно расшаталось, техника зажила своей собственной жизнью, и вместо того, чтобы бурить лед, аппарат превратился в неуправляемую карусель. Посмотрите, как он носится по снегу. Это уже не инструмент, а дикий зверь, которого хозяин никак не может приручить. Мужчина пытается его схватить, но каждый раз бур вырывается, выписывая все новые и новые виражи. Такое чувство, что он либо обиделся, либо решил протестовать против работы в такую холодную погоду. Друзья, не забывайте, техника требует уважения и крепкой хватки. Иначе можно остаться не только без рыбы, но и без инструментов ее ловли.